Почему надо учить китайский язык? Или точнее, почему еще вчера надо было изучать китайский язык? Для этого давайте ответим, что из себя представляет страна Китай. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте приведу в пример немного статистики в цифрах. К примеру, в 2010 году китайский ВВП был 4,9 триллионов долларов США. В первый раз перегнал уровень ВВП Японии, второй экономики мира на тот момент после США. В 2019 году уровень ВВП составил 14 триллионов долларов США, соответствует тройному ВВП Японии. Давайте также рассмотрим внешнюю торговлю Китая. В 2010 году составляла 2,2 триллиона долларов США. Через 10 лет, на 2019 год, сумма выросла до 4,6 триллионов долларов США. То есть рост больше, чем в 2 раза. Но если посмотреть с другой точки зрения на факты, 10 лет назад внешняя торговля в процентах от суммы ВВП составляла 45%. На сегодняшний день всего лишь 34%. Что это означает? 10 лет назад Made in China, произведено в Китае, являлось фундаментом роста КНР. Торговля стала уменьшаться и в свою очередь стала развиваться, укрепляться. Укрепляется внутренний рынок. Давайте посмотрим, какие профессии были популярны. Развитие профессий. 10 лет назад самые популярные были государственные служащие, учителя, врачи, специалисты в земельном планировании и финансовом секторе. На сегодняшний день профессии, пользующиеся популярностью, обозреватели анализа данных, инженеры по искусственному интеллекту или ИИ и некоторые специальности в искусстве. Почему так происходит? По поводу технологических прорывов. 2013 год. Китай сделал важный поворот. Вместо следования по стопам американцев и копирования, китайские предприниматели стали разрабатывать свои продукты. Китайский интернет превратился в альтернативную вселенную. Китайцы начали платить за реальные покупки штрих-кодами на своих телефонах. Результат революции мобильных платежей. Армии развозчиков, еды и массажистов на электронных скутерах наводняют улицы китайских городов. Порождение стартапов O2O, онлайн, в офлайн, в реальных услугах, маникюр, общественное питание и тому подобное. Вскоре после этого появились миллионы окрашенных велосипедов. Красного, желтого цвета, синего, сдаваемые на прокат. Их можно взять где угодно и оставить где угодно, воспользовавшись штрих-кодом на своем телефоне. Все эти услуги, наряду с китайским приложением WeChat, дали в руки каждому китайцу своего рода цифровой аналог швейцарского ножа для современной жизни. С помощью этого приложения можно отправлять текстовые и голосовые сообщения друзьям, оплачивать счета за продукты, записываться к врачам, сдавать налоговые декларации, брать на прокат велосипеды, покупать билеты на самолет, в кинотеатр, заказывать доставку выписанных лекарств на дом. Новости о жизни знаменитостей, доставку продуктов, маникюр на дому и даже оплатить штраф ПДД. Приложение превратилось в всеобщую социальную сеть. В разнообразных групповых чатах пользователи ведут деловые переговоры, обсуждают подготовку к дням рождения и беседуют о современном искусстве. WeChat, возникшее приложение в январе 2011 года, 2011 год всего лишь, недавно казалось бы, объединил множество функций, которые в США и других странах выполняют отдельные приложения. Китай создает и выбирает целые моря новых данных
о реальном мире. В этой сокровищнице миллионы привычек пользователей, которые можно сочетать с алгоритмами глубокого обучения, чтобы предлагать индивидуальные услуги от бухгалтерского аудита до градостроительного проектирования. Это несравнимо больше того, что могут подчеркнуть из ваших лайков или случайных покупок в интернете ведущие компании Кремниевой долины. Изобилие реальных данных дает китайским компаниям огромную фору, когда дело дойдет до появления сервисов на основе искусственного интеллекта. По оценкам PricewaterhouseCoopers к 2030 году внедрение искусственного интеллекта добавит к мировому ВВП 15,7 триллионов долларов США. Предполагается, что и на Китай придется 7 триллионов долларов США из этой суммы. Это вдвое больше, чем 3,7 триллиона, которые придутся на долю США. Еще есть несколько стран: Великобритания, Франция, Канада. Эти страны имеют сильные научно-исследовательские лаборатории и талантливых специалистов по искусственному интеллекту. Но им не хватает экосистемы, венчурного финансирования и больших баз пользователей, чтобы генерировать данные в достаточных объемах. Китай и США в настоящее время растят гигантов искусственного интеллекта, которые будут доминировать на мировых рынках и зарабатывать на потребителях по всему миру с каждой покупки. Китай, можно сказать, это в настоящее время Саудовская Аравия данных. Эта готовность к кропотливой работе может стать огромным преимуществом Китая в эпоху внедрения искусственного интеллекта. Накапливая и учитывая информацию, связанную с доставкой еды, к примеру, также ремонтом автомобилей, велопрокатом, покупкой продуктов в магазине за углом, технологические компании превращают Китай в Саудовскую Аравию данных. Страну, внезапно открывшую для себя огромные запасы топлива для технологического прогресса в наши дни. Китай уже сделал первый шаг в этом направлении. Стал крупнейшим в мире цифровых данных, намного опередив США. И с каждым днем уходит от него все дальше и дальше. Онлайн to офлайн райдшеринг, который быстро обрел популярность, стала доставка еды. 2014 год. Расходы китайцев по доставке еды по схеме O2O выросли на 50% и превысили 15 миллиардов юаней. В 2016 году ежедневно доставлялось 20 миллионов заказов, в 10 раз больше, чем в США. Более креативные O2O возникли, к примеру, парикмахерские, стилисты, мастера маникюра полностью отказались от своих салонов и стали работать на дому. И их услуги можно забронировать только через приложение. Круто. Люди, которые плохо себя чувствовали, иногда нанимали других, чтобы занять им очередь в длинной очереди у входа в больницу. Ленивые владельцы домашних животных могли с помощью приложения пригласить человека вычистить кошачий лоток или искупать собачку. Родители нанимают водителей микроавтобусов, чтобы те забирали детей домой из школы. Причем прибытие ребенка подтверждается через приложение. Родитель смотрит: о, пришло подтверждение, что ребенка доставили в школу, или наоборот доставили домой, или на какие-то курсы. Тот, кто не хочет заводить детей, приложение круглосуточной доставки презервативов. Круто. Полное вытеснение наличных из обихода китайцев. Нищие на улице вешают табличку на шею с распечатанным QR-кодом. Один Alipay, а второй WeChat. То есть, кто хочет им перевести денежку, сканирует и переводит. Интересная история, приключившаяся в марте 2017 года. Двое горе-братьев приехали в соседнюю провинцию Гуандун ограбить магазин. В общем, входят они в один магазин,
В одном не оказалось денег, во втором 300 юаней. И только на 5-м магазине они смогли собрать сумму в 2000 юаней, то есть 20 тысяч рублей. Это им даже не хватило на покупку билета на самолет, чтобы вернуться домой. Расходы китайцев, связанные с мобильным приложением, в 50 раз превышают аналогичные расходы в США. Сумма сделок, оплаченная через мобильные приложения в 2019 году, превысила 21 триллион долларов США. Это вдвое больше, чем ВВП Китая. Вдвое больше ВВП. То есть через мобильные телефоны было проведено транзакции. Цифровые платежи позволяют компаниям составлять точные карты поведения потребителей в режиме реального времени. P2P платежи, то есть people to people, добавили к этой информации еще один слой данных. С 2012 года по 2016 год Китай оказался вторым, уступив лишь место Соединенным Штатам. А среди учебных элитных заведений университет Чинхуа стоит даже выше Стэнфордского университета, мирового лидера, превосходя по количеству публикаций. Китай обогнал США в плане роста предпринимательства, накопления данных и государственной поддержки. И быстро догоняет их в плане опыта и знаний. Alibaba взяла курс на разработку умного города, обширной интегрированной системе на основе искусственного интеллекта для оптимизации деятельности городских служб, использующие данные видеокамер, социальных сетей, служб общественного транспорта и геолокационных приложений. Работая с руководством своего родного города Ханчжоу, компания Alibaba применила передовые алгоритмы распознавания объектов и прогнозирования для настройки светофоров и оповещения о ДТП. Испытания показали, что средняя скорость в некоторых районах повысилась более чем на 10%. И Alibaba будет внедрять эти технологии в других городах. Нанкин, бывшая столица Китая во время республики, не входит в число ведущих китайских городов. И в отличие от Пекина, Шэньчжэня и Ханчжоу в попытках открыть для искусственного интеллекта правительство вкладывает огромные средства и политические ресурсы в привлечение компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта и самых талантливых специалистов. В чем это выражается? В 2020 году Нанкинская зона экономического технологического развития планирует направить не менее 3 триллионов юаней, 450 миллиардов долларов США, на разработки в области искусственного интеллекта. 15 миллионов местной компании, 1 миллион для привлечения талантливых специалистов, 5 миллионов в качестве субсидий для исследования. Всего по Китаю более 6600 инкубаторов наподобие Нанкина по всему Китаю для того, чтобы развивать искусственный интеллект. Китайцы на основе современных технологий строят города совершенно нового типа. В 80 километров от Пекина находилось несколько сонных деревушек. Теперь по поручению Госсовета ведется строительство города Суньяна. Города витрины технического прогресса и экологической устойчивости. Планируется потратить 538 миллиардов долларов, а население составит 2,5 миллионов человек. Это, к примеру, заново отстроить город Чикаго, один из самых крупнейших в Соединенных Штатах. Суньян станет первым городом в мире еще на этапе строительства, приспособленным к использованию автономного транспорта. Компания Baidu, это наподобие Гугла или Яндекса у нас, подписала с местными государственными органами на возведение города искусственного интеллекта с автоматическим управлением дорожного движения, автономными транспортными средствами и системами защиты окружающей среды. Среди особенностей – датчики в дорожном покрытии, светофоры с компьютерным зрением, уличные переходы, определяющие возраст пешехода, и сравнительно небольшие площади, отведенные под автостоянки. Почему бы не превратить их в городские скверы, если жители все равно пользуются автономным такси?
то есть автономное такси без водителя. В будущем в таких новых городах можно будет прокладывать маршруты движения транспорта под землей, оставляя поверхность для пешеходов и велосипедов. Рекомендовательные алгоритмы. Первые волны искусственного интеллекта породили интернет-компании нового типа. В Китае лидером среди них является Jinzhi Toutiao, то есть если дословно перевести, означающее «сегодняшние заголовки». Создан в 2012 году. В Америке это BuzzFeed. Оба сайта являются агрегаторами, преподносящие пользователю оптимизированные под его интересы новости. Но на этой оптимизации для индивидуального пользователя сходство и заканчивается. BuzzFeed, штаты молодых редакторов, ловко готовят оригинальный контент. Редакторы Toutiao – это алгоритмы, то есть не люди. Искусственный интеллект. Эта платформа стала очень востребованной. В среднем 74 минуты среднестатистический китаец проводит на ней. В 2016 году во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро эта компания вместе с Пекинским университетом работала над созданием журналиста, который мог бы писать короткие заметки в итогах спортивных событий за несколько минут после того, как те происходят. Чего добились? Репортер выпускал резюме в течение 2 секунд и охватывал более 30 событий в день. Toutiao оценили в 30 миллиардов. В 2018 заработок составил 4,5-7,6 миллиардов долларов. BuzzFeed, в свою очередь, его оценивают всего в 1,7 миллиарда. Нынешние существующие достижения. Еще давайте рассмотрим. KFC объединилась с Alipay, платежной системой, и ввел в нескольких своих филиалах оплату через сканирование лица посетителя. Посетитель выбирает на цифровом терминале свой заказ. Система сканирует лицо и находит соответствующую запись в Alipay. Никаких наличных денег. Карт или мобильных телефонов не требуется. Достаточно ваше лицо. Решили выучить китайский? Вам это стало интересно? Записывайтесь на неделю интенсива с носителем. Ссылку мы приложили под этим видео. Хотите зарабатывать? Мы также обучаем, как зарабатывать на Китае. Ссылка также мы прикладываем под этим видео. Большое спасибо за ваше внимание.